Все больше данных указывает на то, что болезнь Альцгеймера может быть вызвана инфекцией. Если это подтвердится, последствия для лечения будут колоссальными. Летом 2024 года несколько научных групп опубликовали любопытное наблюдение. Люди, привитые от опоясывающего лишая, реже страдали деменцией, чем непривитые. Ученые пришли к выводу, что примерно пятую часть диагнозов деменции можно было бы предотвратить с помощью оригинальной вакцины от лишая, содержащей живой вирус varicella zoster. На протяжении многих лет большинство исследований болезни Альцгеймера, самой распространенной причины деменции, были сосредоточены на двух белках – амилоиде и тау. Они накапливаются в мозге больных, образуя бляшки и клубки, которые мешают нормальной работе нейронов. Большинство ученых считали, что именно эти белки являются первопричиной болезни. Однако последние исследования, наряду с рядом новых работ, усиливают альтернативную гипотезу, существующую уже десятки лет. Болезнь может быть вызвана вирусами. Согласно этой теории, бляшки и клубки белков – это реакция организма на скрытую вирусную инфекцию. Если это так, то устранение вируса может предотвратить или вылечить болезнь Альцгеймера. Основное внимание в исследованиях уделяется вирусу простого герпеса, известному тем, что вызывает простуду на губах. Им инфицированы около 70% людей, чаще всего бессимптомно. Обычно вирус живет вне мозга, где может находиться в спящем состоянии годами. Обострение приводит к появлению герпетических высыпаний. В редких случаях вирус может вызвать сильное воспаление именно в тех участках мозга, которые наиболее страдают при болезни Альцгеймера. На протяжении десятилетий исследователям было трудно добиться признания своей гипотезы среди других исследователей болезни Альцгеймера. Большинство были сосредоточены на роли амилоида и тау, считая их основной причиной заболевания. Критики считали вирусную теорию трудно совместимой с тем, что болезнь Альцгеймера имеет выраженную генетическую основу и почти всегда встречается у людей с синдромом Дауна. Рост разочарования в ведущей гипотезе о причинах болезни Альцгеймера побудил ученых искать альтернативы. За многие десятилетия в разработку методов лечения, направленных на снижение уровня амилоида и тау-белка в мозге, были вложены десятки миллиардов долларов, но результаты оказались не впечатляющими. Существующие препараты, нацеленные на амилоид, оказывают лишь умеренное воздействие на течение болезни. Недавние открытия, показывающие, что патогены могут вызывать другие неврологические заболевания, например, связь между вирусом Эпштейна-Барр и рассеянным склерозом, делают вирусную гипотезу еще более правдоподобной. С целью продвижения теории группа из 25 ученых и предпринимателей со всего мира объединилась для общей цели. Их миссия — предоставить формальные доказательства того, что инфекция играет центральную роль в запуске болезни. В последние годы их работы, описывающие, как вирусы провоцируют накопление белков, связанных с Альцгеймером, публиковались в ведущих научных журналах. Одна из новых идей, поддерживаемая некоторыми участниками, заключается в том, что амилоид и тау-белок могут быть первой линией защиты мозга от патогенов. Эти белки обладают липкостью, благодаря чему способны захватывать вирусы или бактерии и замедлять их распространение до того, как включится более сложный иммунный ответ. В небольших количествах такие белки, по-видимому, способствуют здоровью мозга. Однако наличие активного вируса или других патогенов может привести к чрезмерной реакции иммунной системы, из-за чего белки начинают слипаться друг с другом, образуя бляшки и клубки, повреждающие нейроны при болезни Альцгеймера. Генетика, по-видимому, влияет на этот процесс, что отвечает на некоторые критические замечания. Высокая распространенность болезни среди людей с синдромом Дауна, например, может объясняться тем, что их организм вырабатывает больше белка, который при определенных условиях превращается в амилоид. Некоторые ученые предполагают, что этот повышенный потенциал для образования амилоида может способствовать формированию бляшек в ответ на вирусную атаку.
Более того, люди с генетическим вирусом, известным как фактор риска болезни Альцгеймера, были подвержены заболеванию только в том случае, если в их мозге также присутствовал вирус. Повторные активации вируса, кажущиеся безвредными у людей, более чем втрое увеличивают вероятность развития Альцгеймера у носителей этого гена. Исследователи изучили, почему происходит такая реактивация. В 2022 году они выяснили, что заражение вторым патогеном, вирусом опоясывающего лишая, может пробудить дремлющий вирус и запустить накопление амилоидных бляшек и клубков тау-белка. Это может объяснять, почему вакцинация от лишая оказывает защитное действие против деменции. В другом исследовании, опубликованном в январе, ученые также показали, что эквивалент травматического повреждения мозга, известного фактора риска Альцгеймера, способен активировать вирус и вызвать агрегацию белков, выращенных в лаборатории клетках мозга. Вирусная теория открывает перспективные возможности для лечения. Современные методы терапии Альцгеймера, направленные на снижение уровня амилоида в мозге, лишь замедляют прогрессирование болезни. Но если вирусы действительно являются триггером, то вакцинация или противовирусные препараты могут предотвратить новые случаи. Такие методы также могут замедлить или остановить развитие болезни у уже заболевших. И все это не требует крупных научных прорывов. Противовирусные препараты от вируса герпеса уже существуют и не защищены патентом, а вакцина от лишая теперь регулярно предлагается пожилым людям во многих странах. Несколько исследователей проанализировали медицинские записи в поисках связи между противовирусными препаратами и снижением числа диагнозов деменции. Такие ретроспективные анализы часто трудно интерпретировать, поскольку люди, принимающие лекарства или проходящие вакцинацию, как правило, более заботятся о здоровье в целом, что делает их менее подверженными заболеваниям, таким как болезнь Альцгеймера. Тем не менее, некоторые результаты внушают надежду. В одном исследовании, опубликованном в 2018 году, было установлено, что у пожилых людей на Тайване с герпесом применение противовирусных препаратов снижало риск деменции на 90%. Последующие анализы медицинских данных из других стран показали более умеренные защитные эффекты, обычно от 25% до 50%. В настоящее время проводится первое двойное слепое рандомизированное контролируемое исследование, направленное на проверку эффективности противовирусных препаратов против деменции. Группа ученых тестирует, может ли валациклавир, противовирусный препарат, применяемый против вируса, замедлить когнитивный спад у людей с ранней стадией болезни Альцгеймера. На протяжении 5 лет они набрали 120 пациентов, половина из которых получала препарат. Ожидается, что результаты будут опубликованы позже, в следующем году. Около 32 миллионов человек по всему миру живут с болезнью Альцгеймера. Если противовирусные препараты действительно способны замедлить, отсрочить или предотвратить хотя бы часть этих случаев, последствия могут быть колоссальными.